С вами Алла. Давайте посмотрим общий расклад. Какая женщина хочет с вами помириться? Кто для вас планирует сделать сюрприз? Итак, кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы смотрим сигнификатор расклада. Семерка жезлов. Эта женщина на сейчас достаточно зла на вас. По этой карте это человек, который, знаете, как закрылся, не пускает, в принципе, к себе с точки зрения, вот вроде бы как и хочет помириться, но когда вы делаете шаг, она почему-то вас отодвигает в сторону. Отшельник, туз пентаклей. Вот она выпала. Королева жезлов. Так. Угу. Смотрите. Женщина сейчас находится в состоянии обиженки. Давайте назовем это так. Расклад общий, поэтому каждый из вас сами предполагайте, по какой причине она на вас обиделась. Женщина сейчас сидит в позе. В позе это значит, ты виноват, значит, ты и исправляй ситуацию. Плюс к тому это королева жезлов. Жезловые люди – это темперамент, когда человек очень вспыльчивый, долго отходит, злопамятный. Это человек, который, знаете, как вот любит ковыряться вот во всех этих негативных эмоциях. Такие люди, они могут месяцами сидеть в обидах. И когда ты делаешь шаг навстречу, вот видишь, что в глазах человека как бы есть желание помириться. Но, знаете, вот как будто в нем есть что-то такое, вот, которое хочет, чтобы вы страдали. Типа нет. Просто так легко от меня не отделаешься. Тут вот про это. Вот ты мне сделал больно, вот теперь я буду тебя мучить, пока я не увижу, что тебе плохо. Вот такой посыл у этой женщины. А что тут за садомазохизм такой, а? Слушайте, у многих отыграется что она не может вам простить какую-то другую женщину. И не обязательно вы с ней были в отношениях. У кого-то отыграется, что это какая-то ваша бывшая, которая, может быть, до сих пор вам пишет или звонит. И королева жезлов это знает. И она от вас может требовать, именно требовать, чтобы вы прекратили с ней общение. Но, видимо, вы не прекращаете общение. И вот по этой причине вот происходят вот все вот эти обиды, желание вам отомстить, желание вас мучить. Вот знаете, красной нитью через весь расклад проходит желание вас наказать из-за какой-то другой женщины. И вы понимаете, что есть люди, которые ревнуют по факту, то есть там застукала, там, когда вы флиртуете, говорите по телефону, например, с другой женщиной. А есть женщины, которые они ревнуют к фонарям на улице, понимаете?
Вот я, например, знаю, у меня есть одна родственница, она рассталась со своим мужем просто потому, что она его ревновала, ну вот ко всему, к чему только можно. И она в какой-то момент, она просто поняла, что, ну, она не может с ним жить, потому что ей везде чудились соперницы. Ей везде чудились какие-то женщины, которые хотят увести ее мужа. Ну и в итоге, короче, она с ним развелась. К чему я это? К тому, что вот здесь такая же женщина. Здесь какая-то патологическая ревность и патологическое недоверие. И вот эта вот королева чаш, у кого-то реально это ваша женщина бывшая, может быть, это бывшая жена. Может быть, это ваша какая-то коллега, которая в вас влюблена. Но в любом случае, вот эта королева чаш – это какая-то женщина, которой вы нравитесь. И королева жезлов это либо чувствует, либо видит, ну как-то догадывается. И здесь про то, что она настолько уже запуталась вот в своих вот этих ревностях, в своем недоверии, ну что у кого-то из вас действительно может отыграться, что она хочет расстаться, потому что она не вывозит вот это уже недоверие к вам. Что я могу сказать? Здесь у женщины повышенное чувство собственничества к мужчине. Знаете, что это такое? Это когда высшая форма эгоизма, но обычно этим мужчины больше страдают, но женщины тоже этим страдают, но в меньшем количестве. Это когда ты считаешь, что это твой человек, вот прям твой, вот прям твоя собственность. И ты считаешь, что вот как бы ты вправе управлять этим человеком. Ну, то есть такая, знаете, как авторитарность и чувство, что ты просто мне должен. Вот ты должен жить так, как я хочу, или там ты должен смотреть только на меня, или там я в твоей жизни должна быть на пьедестале. Ну вот в таком формате здесь женщина относится к мужчине, что вот ты мой, и как бы вот я хочу, чтобы ты делал вот так и вот так. Поэтому, ребят, здесь нарушены личностные границы в ваших отношениях. Вот для тех, у кого этот расклад резонирует с вами. И я всегда придерживаюсь того мнения, что в отношениях не бывает такого, что кто-то один виноват, а второй нет. В отношениях всегда виноваты оба. И даже если вы чувствуете, что вы, грубо говоря, потерпевшие в этих отношениях, то ведь вы же позволили женщине сесть себе на голову. Это вы же позволили этой ситуации произойти. Ведь не могла женщина насильно с вами это сделать, верно? Верно. Поэтому каждый раз, когда вот, если меня сейчас женщины смотрят, ну и для мужчин, естественно, так как это мужской расклад, то здесь нужно понимать, что не нужно становиться в позицию жертвы. Типа, это он меня сделал несчастной, или это она во всем виновата. Но ты же тоже в этом процессе участвовал или участвовала какое-то количество времени. У тебя был выбор подчиняться или иметь свою голову на плечах, прогибаться или искать компромисс так, чтобы уважать себя тоже, а не только делать так, как хочет твой партнер. Поэтому
В этом раскладе речь идет о том, что здесь больше не про любовь, ребят, а больше про собственничество. Ты мой, и я хочу, чтобы ты делал так, как я хочу. И вы же тоже это позволяли. Ведь если бы вы это не позволяли, то здесь бы не было такого подтекста. А чувства тут вообще были? Да, они тут и были, и есть. Здесь на самом деле, смотрите, за счет неправильно выстроенных личностных границ в этих отношениях у вас как-то, знаете, поменялись, перемешались роли. Ведь в любых отношениях есть субординация. На работе это профессиональная субординация. В дружбе это человеческая субординация. В отношениях мужчины и женщины здесь тоже должна быть субординация. Потому что если вы скатываетесь просто в друзьяк, в соседей, в приятелей, ничего хорошего из этого не выйдет. Со временем вы перестанете уважать друг друга. В этом раскладе вы скатились в какие-то роли. У кого-то отыграется, что женщина перешла в роль либо мамашки, а вы такой в роли, знаете, как сынка, которого она постоянно воспитывала и контролировала, или пыталась это делать. У кого-то отыграется, что она перешла в роль какого-то наставника. Ну, она так хотела, во всяком случае. И если меня сейчас слушают женщины, то женщинам крайне важно понимать, что женщина не должна быть мужчине психологом, наставником, мамашкой. Она должна быть просто женщиной и иногда другом. Но иногда. Мужчина должен рядом с собой чувствовать женщину, а не мамашку. И не наставника, и не психолога. Это все портит отношения. Поэтому в данном случае, да, она хочет с вами помириться, потому что чувства здесь есть. Вот я спросила, выйдешь ли ты на связь. У многих отыграется «да». Она планирует выйти на связь. Ребят, ну это общий расклад, помним об этом. Это не личное гадание. Поэтому у кого-то может не отыграться. Здесь речь о том, что если вы хотите сохранить эти отношения и помириться, здесь важно выстроить личностные границы с этой женщиной. Здесь важно, знаете, как правильно выстроить роли. Ты женщина, я мужчина. Я тебе не твой сынок, я тебе не твоя собственность, я тебе не какой-то твой подчиненный. Ты не мой начальник, ты не мой наставник, ты не моя мать, ты не какой-то там дружбан. То есть ты моя женщина. Вот в этом проблема. Но сейчас женщина зла на вас, и вот она сейчас такая, знаете, в манипуляциях. Типа ты мне должен. Ты должен сам разрулить вот то, что произошло между нами. Ты должен сам выйти на связь, хотя сама тут тоже хочет выйти на связь, понимаете? Ну, тут много манипуляций с ее стороны, конечно. Ну, в общем, ребят, здесь нужно осознанно подойти к этим отношениям и выстроить правильную стратегию. Потому что, когда вы в отношениях с эгоистом, очень велика вероятность поражения. Ну,
Но уж если вас угораздило влюбиться в эгоиста и в нарцисса, то уж тут будьте добры тогда быть подкованы психологически. Тогда нужно понимать, как выстраивать отношения с такими людьми. Иначе вас просто сожрут. Это касается и мужчин, и это касается женщин. Поэтому, если у вас отыгрался этот расклад, он у вас даже хотя бы частично срезонировал, и вы чувствуете, что вам нужна помощь, потому что вы запутались, если ваша женщина абьюзер, нарцисс, эгоист, и вы понимаете, что она пытается вас подмять под себя, может быть, она это не со зла делает, может быть, реально человек бессознательно это делает, хотя в этом сомневаюсь, но тем не менее, иногда так бывает. Вот если вы чувствуете, что вам нужна помощь, поддержка и руководство, обращайтесь ко мне за личными консультациями. Я таролог, я делаю расклады на картах Таро, я психолог, я консультирую как психолог и помогаю вам разбирать ваши жизненные запутанные ситуации. И я астролог. Я могу создавать астрологические прогнозы на определенные периоды вашей жизни. Где благоприятный период для чего-то, где неблагоприятный период. Поэтому, если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram по указанному номеру телефона на экране. Не пишите мне в комментариях, пишите сразу в СМС по номеру телефона. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и всем пока!